Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами обсудим новую линейку глянцевых губных кушен помад The One Irresistible Touch от Oriflame. Посмотрим сводчи на руке, на губах и обсудим свойства новой помады. Если вам это интересно, то поехали. Приходит кушен-помада в черной картонной упаковке, и серебристыми буквами на упаковке нанесено название линейки, и также на лицевой стороне упаковки мы видим тисненный логотип The One Stockholm. На информативной части упаковки мы можем найти, что объем помады 4 мл, это неплохо, и выпущена она в России. И здесь нет традиционной баночки с крышечкой, потому что это кушен-помада. Давайте откроем упаковку и посмотрим сам тюбик. Помада глянцевая, уже намекает нам на вот такую вот глянцево-винилово-лаковую текстуру помады. В черном оттенке, серебристые буквы и очень красивая роспись. Touch, Irresistible Touch. Это значит неотразимое прикосновение. То есть, прикоснувшись этой помадой к нашим губам, мы станем неотразимыми. Так ли это, мы сейчас с вами узнаем. Что же такое кушен-помада? Это помада плюс удобный аппликатор в одном футляре. Двухуровневого формата косметическое средство с проницаемой перегородкой посередине. На верхнем уровне, прямо под крышкой футляра, находится мягкий спонж, который легко пропитывается жидким пигментом, скрытым на нижнем уровне. Спонж-подушечка на конце помады, она служит нам вместо стика, вместо кисточки, и форма аппликатора в нашем случае повторяет форму стика помады. И аппликатор позволяет набирать средства дозированно. И я это видео записываю второй раз. Первый раз я слишком близко села, была не в фокусе, поэтому я вот могу уже все свои впечатления вам рассказывать сразу, потому что я протестировала все оттенки уже. И первое же мое впечатление — это то, что надо очень долго прокручивать помаду, прежде чем она начнет появляться на стике. То есть не переживайте, если вам пришла помада и вы 20 раз крутите, помады все еще нет, это не брак, просто немножко терпения, покрутите посильнее. Второй момент, который я отметила в использовании этой помады: наносите, выдавливайте вот совсем чуть-чуть на кончик, потому что если вы выдавливаете много, то помада ложится очень густо, она может растекаться. У нее вот такая вот очень жидкая лаковая текстура, с которой нужно обращаться очень аккуратно. Поэтому мы несколько капелек выдавили и нанесли на одну губу, потом еще несколько капелек и на вторую губу. В этом случае помада ложится идеально. Если говорить о минусах такого формата, то на первый план здесь выходит не слишком экономичный расход. Некоторые пользователи отмечают, что часть средства остается как бы на губочке и не переходит непосредственно на губы. Губочка, губы — это же не тавтология, да? Но отмечу, что существенный плюс лип-кушенов от всех других форм помады в том, что на помаду непосредственно не попадают бактерии. То есть, если вы пользуетесь помадой в стике, она все время снаружи. Если вы пользуетесь помадой, в которую надо вставлять аппликатор, то же самое. Вы нанесли аппликатором помаду на губы и вставили аппликатор в помаду, и бактерии тоже могут размножаться. Сюда бактерии не попадают никак. Да, можно возразить, что часть бактерий может оставаться на губочке, но косметологи, визажисты рекомендуют промывать этот стик точно так же, с таким же интервалом, как вы промываете, например, кисти для макияжа или какие-то другие аппликаторы, и тогда будет сохраняться гигиеничность вашего вот этого стика. У меня нет точной информации именно по данной линейке, но чаще всего во всех кушенах спонж вот этот выполнен из антисептического волокна, которое не позволяет микробам множиться на поверхности. В этом плане косметология ушла далеко вперед, и именно даже в декоративной косметике. Что обещает нам Oriflame? То, что в этой линейке будет инновационная формула, которая будет гарантировать плотное пигментированное покрытие прямо с первого нанесения. Также стойкость до 6 часов. Это по результатам потребительского тестирования, то есть девчонки носили и сказали, что да, помада достаточно стойкая. И увлажняющий комплекс, который будет ухаживать за
нашими губками в процессе того, как мы будем пользоваться этой помадой. Когда я вижу слова «увлажняющий комплекс», то меня это сразу настраивает на поиск, и я иду смотреть состав. В составе я увидела глицерин, масло подсолнечника и касторовое масло. Ну, такие основные ингредиенты, которые, я думаю, и предполагают уход за губками. Ну и непосредственно по формуле помада у нас кремово-глянцевая, не липкая. Я как человек, уже протестировавший всю линейку, могу заверить вас, что помада будет не липкой и будет оставлять яркий такой лаково-глянцевый финиш. Ну, собственно говоря, сейчас вы все это сами увидите. Поехали. 38 863 чарующая роза. 38 864 соблазнительный тауп. 38 865 обворожительный нюд. 38 866 сладкая карамель. 38 867 горячий шоколад. 38 868 страстный пион. 38 869 магнетический пурпур. 38 870 пленительная вишня. 38 871 спелая слива. 38 872 сочная ежевика. Первый оттенок 38 863 чарующая роза. Очень нежный, лаковый, глянцевый оттенок. Во всей линейке нет ни шиммера, ни перламутра, а только вот такой вот влажный эффект на губах. Помада ложится действительно с первого нанесения, и цвет действительно пигментирован. То есть вот мы сейчас видим, что даже несмотря на то, что вот этот оттенок, он как бы считается одним из самых светлых в линейке, но он все равно достаточно яркий. Что касается самой розы, она нежная. Меня радует, что она не гламурная, не вырви глаз, а такая приятная розовая цветочная помада. Бывает, знаете, такие цветочные женственные, они больше уходящие куда-то в орхидею, а бывает цветочные, вот прям как нежные такие девчачьи букетики. Это вот про эту чарующую розу. Красивый оттенок, хорошо подойдет под смоки макияж и под повседневный макияж на прогулку. Мне кажется, будет прекрасно. 38 864 соблазнительный тауп, или в переводе с английского сочный тауп. Очень люблю тауповые помады. Это, знаете, такие светло-розово-припыленные оттенки. Шикарно они смотрятся на губах. Кстати, в начале видео у меня была тоже тауповая помада. Сейчас вам покажу. Вот такая вот супер матовая, нашумевшая весной, по-моему, этого года линейка. И вы можете вот сравнить, перемотать и посмотреть. Вот там матовый тауп. Вот эта помада. А вот эта помада у вас, если вы тоже любите, как и я, таупы, может быть глянцевый тауп. И, кстати, напишите в комментариях, какой из таупов вам нравится больше. Отмечу одну очень оригинальную особенность этой линейки, что каждый оттенок оставляет после себя ярко-розовый тинт. И совершенно неважно, это оттенок какой-то бежевый, либо розовый, либо красный, тинт все равно будет вот такой. Но вот здесь вот он у меня светлый пока, потому что помада у меня держалась на губах где-то минуту предыдущая. А чем ближе к концу линейки, вы увидите, тинт будет все нарастать и нарастать. Поэтому вот явно в состав вот этой помады, может быть, для стойкости, я не знаю для чего, добавлены пигменты, которые проявляются на губах, и потом вы будете носить очень яркие губы после того, как удалите с них помаду. Поэтому имейте в виду вот этот нюанс. 38 865 обворожительный нюд. Нюдовая помада, мы уже видим это из названия, бежевая, тоже такая с влажным эффектом, ну как и вся линейка. И вот обращаю ваше внимание, несмотря на то, что у меня на губах был розовый тинт, даже такая светлая нюдовая помада замечательно перекрывает. То есть даже светлые оттенки хорошо пигментированы в этой линейке. И отдельно хочу сказать про аромат.
Такого аромата в Oriflame от декоративной косметики я точно ни разу не ощущала. Написано в каталоге ваниль, но это, наверное, индивидуальная какая-то реакция того, кто вот это вот составлял описание. Потому что, на мой взгляд, потому что у меня индивидуальная реакция, я не знаю, на мой взгляд, это совсем не ваниль, это... Вот мы тут спорили, и муж мой сказал, что это шоколадное печенье. Я сказала, ну не ванильное, это, знаете, как это прям выпечка. А я сказала, что это вот моя ассоциация, это печенье вот такое, знаете, топленое молоко. Именно продаются такие печенья, и вот когда заходишь в магазин с этими печеньями или в отдел, в магазин, то вот ощущаешь вот этот аромат. Девочки, кто относится к ароматам именно вот... с предубеждением, да, к ароматным помадам, сначала протестируйте, либо закажите 1 тон, попробуйте, потому что аромат очень сильный, и я его очень сильно ощущаю. Это не просто, знаете, такой сладенький парфюмерная отдушка, а это прям такой десерт. Какую помаду не открой, вот это вот топленое молоко я ощущаю просто из каждого стика. Ну, какую-то оригинальность добавляет этой линейки, потому что я такого точно не помню в Oriflame. Вот, смотрите, после нюдовой помады просто фуксия, розовые губы, несмотря на то, что помада была бежевая. 38 866 Sweet карамель, сладкая карамель. На мой взгляд, это такой, знаете, коричневый тауп. Вот в этом оттенке есть розовый подтон. Вот если посмотреть на линейку тональных основ, вот там действительно прям карамели. Там оттенки называются карамельными. Они вот, знаете, такого медового оттенка. Это далековато от карамели. Можно с натяжкой назвать, но вот все-таки есть вот эта вот припудренность, розовинка в этом оттенке. Сам оттенок очень красивый, мне нравится. Ну, не совсем это карамель, на мой взгляд. Знаете, на что больше похож этот оттенок? На мой любимый тон какао. Вот кто любит какао, обратите внимание на вот эту сладкую карамель. Вам точно понравится. 38 867 горячий шоколад. Tempting Brown, соблазнительный коричневый. Ну, собственно говоря, где горячий, там и соблазнительный. Если прошлый тон был какао, то этот оттенок уже кофе. Видимо, из-за того, что остается вот этот розовый тинт, после каждого оттенка, в каждом оттенке присутствует розовый подтон. Я вот вижу, что оттенок, да, коричневый, но у него есть розовый подтон, однозначно. Поэтому учитывайте это при подборе. Я балдею, можно такое слово использовать, от этого оттенка. Мне он очень нравится, но это не чистый коричневый, имейте это в виду. Оттенок очень шикарный, посмотрите. 38 868 страстный пион или Pink Passion или розовая страсть. Почему так подробно? Потому что я вот не согласна ни с одним из этих названий. Это, на мой взгляд, не пион. Это очень красивый, приглушенный, цветочный оттенок, но пионы, они ярко-розовые. И пионовые оттенки, они совсем другие, они ближе к фуксии, опять же, к орхидее. А этот оттенок, он какой-то, ну, необыкновенно красивый, посмотрите. И то, что это Pink Passion, тоже я не соглашусь. Если бы я услышала, что помада Pink Passion, я бы представила какую-то Барби помаду. А здесь, посмотрите, прекрасная повседневная помада на работу. Она такая сдержанно приглушенная, но при этом она эффектная. То есть она не вызывающая, не броская, но она четкая, ее хорошо видно. Это вот тон такой, он прям ровно посередине. Для классического макияжа идеально подойдет. Кстати, отмечу, что помада хорошо очень распределяется по губам. Удобный аппликатор. Очень удобно. Действительно, кончик хорошо прорисовывает края. Вот само вот это вот количество площадки на аппликаторе, оно вот прямо идеально для губы подходит. Идеально. Мне кажется даже, что когда мы пользуемся обычным стиком, обычной помадой, он стачивается, там по-разному обтачивается, иногда бывает не очень удобным. То вот этот стик, он всегда останется таким, и всегда он останется удобным. Это очень здорово. А вот когда помаду стираешь, вот там под ней
Pink Passion. Вот здесь согласна на 100%. И то, что это пионовый, и то, что это розовый и страстный. Посмотрите, какой тинт. Вот, давайте назовем тинт от этой помады Pink Passion. 38 869 магнетический пурпур. А в переводе с английского это магнетический красный. Red. Но пурпурный оттенок, вот он выглядит вот так. Посмотрите. Маджента – это пурпурный оттенок, но никак не red. Почему переводчики перевели red как пурпур, для меня загадка. Но если говорить о самом оттенке, здесь ни намека нет вот на такую мадженту. Это именно оттенок, который я называю обычно в обзорах голливудский красный, глубокий, томный. Вот эта лаковость и влажность придает, знаете, такого глянца образу. Если вы будете использовать эту помаду, то образ получится действительно шикарный. И когда я снимаю обзоры, я использую вот подобные помады. У меня чаще всего жидкие помады, когда вы меня заваливаете потом вопросами: Оля, что у тебя за красная помада? И я вот такую помаду закажу, буду ей пользоваться, а вы меня будете потом заваливать. Что за помада? Вот такая. Я всегда говорю, берите любую вот помаду, которую я называю голливудской в обзоре, и вы не ошибетесь, у вас будет яркий, эффектный образ. Как, например, вот с этим оттенком. Если предыдущий Red для вас это слишком тривиально и избито, ну что такое красная помада? Вы хотите яркие губы, но хотите что-то особенное, обратите внимание вот на этот оттенок 38 870, пленительная вишня, Cherry Crush. Вот здесь 100% попадание в название оттенка. И, кстати, хочу обратить ваше внимание, наверное, из-за вот этого розового тинта в каждом оттенке помады прослеживается холодный подтон. Даже если оттенок шоколадный, даже если он нюдовый, все оттенки, на мой взгляд, холодят. Как вам кажется? 38 871. Спелая слива или гламурный лиловый. Мне кажется, что сливовые оттенки, они более темные, а лиловые, наоборот, более яркие. Наверное, решили вот что-то посередине найти. Одни назвали сливой, другие назвали лиловым. Но оттенок явно вот этот оттенок, это вот орхидея, понимаете? Это потому что фуксия, она более яркая. Я всегда сравниваю, они где-то рядом. Вот, на мой взгляд, фуксия, орхидея. Орхидея, она более приглушенная. Вот этот оттенок, он ближе не к сливе, не к лиловому, а ближе к орхидее. Если вы любите вот такие вот цветочные, именно какие-то насыщенно цветочные оттенки, помните, я вам в пионе вот о таких рассказывала, вот это вот они. Кстати, даже пионом можно называть вот такой оттенок запросто. Ну, не то, что passion, pink passion, мне вот заела эта фраза, но пионовые точно. Красивые, да, интересные. Ну, давайте посмотрим еще один. Так как я сейчас нанесу последний оттенок этой коллекции, уже не буду его стирать, хочу показать вам тинт. Вот такой тинт будет у вас на губах после того, как вы удалите помаду полностью с губ. Я когда мужу подошла, показала, он мне не поверил. Он говорит: нет, это у тебя помада на губах. Я говорю: нет, вот не нужны никакие стойкие помады. Вот, видите, я прям вот вытираю, когда есть вот такой тинт. Я вчера, когда тестировала уже эту линейку, потом я пошла умываться, и мицеллярная вода, гидрофильное масло, это все мимо, тинт все равно остается на губах. Но в течение дня он постепенно сходит на нет, я не знаю, съедается он, стирается, может быть, с пищей как-то, но где-то за сутки он уходит. Но, в принципе, вот таким образом эта линейка проявляется. Имейте в виду этот нюанс. Давайте посмотрим последний оттенок. Ну и 38 872. Сочная ежевика или поразительная ягода. Это действительно ежевичный оттенок, и отмечу, что он самый капризный в нанесении, и в прошлый раз, когда я наносила, и вот сейчас я поймала те же самые ощущения, что его надо укладывать, он вот немного полосит, но тем не менее ложится. Он просто капризнее, чем остальные, но если сравнивать с другими какими-то линейками, где бывает иногда полосят помадой, здесь все-таки такого явного нет, но имейте в виду, что ее придется поукладывать, может быть, даже чуть больше нанести, чтобы она вот смотрелась
смотрелось хорошо на губах. И это действительно ягодный оттенок, его можно было бы назвать также, например, и виноградным. Это вот для тех, кто любит такие сочные, темно-вишнево-красные, холодные оттенки на губах. Ну и если подытожить все, что я вам сейчас рассказывала, оттенки яркие, помада действительно глянцевая, она как хорошо пигментированный блеск для губ, знаете, такая влажная, насыщенная, очень экономичная, наносится действительно, ну, буквально в одно нанесение по чуть-чуть, как я вам уже сказала, чуть-чуть нижняя губа выдавили, чуть-чуть верхняя губа. Аромат очень сильный от этой помады, сильный аромат каких-то печеностей, десертов, выпечки. Вот для меня ассоциация — это топленого молока. Вы когда протестируете, напишите свои ассоциации, чем для вас пахнет эта помада. Мне будет очень интересно почитать. Аппликатор безумно удобный в нанесении, и оттенки тоже красивые. Вот оттенок Red, Taupe, они прямо запали мне в душу. Да даже и соблазнительный коричневый, он тоже хорош. Какие оттенки понравились вам? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео на нашем канале о новинках Oriflame самыми первыми. Пока-пока.